Сегодня переход 60 миль с острова. Называется он... Вот, серия островов. Но это Auckland Islands. Переход туда, на Лонг-Айленд. А конкретно то, что называется, там есть бухточка защищенная, Little Harbor. Тут через несколько дней придет сильный южный ветер, потом он через несколько дней поменяется на сильный северный, а потом можно идти дальше. Кто-то уже даже вышел, пойду и я, потому что сильный ветер будет уже завтра. Ну что, вперед? Какое хорошее место здесь, а? Очень душевно, очень прям. Вот за 3 дня, конечно, кончилась и вода, и электричество, но смотрите, зарядка идет 246 ампер на 24 вольтах. Зарядник 110, зарядник 60, плюс генератор мотора, плюс мы делаем воду. Ну, просто красота. Вот здесь я нахожусь, и вот здесь хочу оказаться, где-то посередине. Не сам Кларенстаун, а на полпути. Ну, ветер добавится, в принципе. Что надо еще? Прекрасных 3 дня я здесь провел. Ну, вернее, 2 ночи 3 дня. Может было бы еще остаться, но если не смена вот этого погоды, потому что ветер задует вот оттуда и прям вот будет некомфортно. Ладно. Но в свои самые любимые места я возвращаюсь повторно, так что никаких проблем. Я тут наконец-то понял, почему иногда на видео дисплей моргает. Да очень просто все оказалось. Стоит убавить яркость, начинает моргать. То есть, если я, например, Brilliance сделаю 8, полная яркость, моргание прекращается. То же самое здесь. Но это некий такой энергосберегающий режим все-таки. Ура, полюбуйтесь. У меня вообще сегодня философское настроение. Некоторые мне пишут, что типа соло-яхтинг — это очень скучное и одинокое занятие. Я позволю не согласиться, потому что не надо путать одиночество и уединение. Ну и во-вторых, прошу прощения за скромность, я не один, а с хорошим человеком, сам собой. Я могу построить график дня такой, какой мне нравится, вставать во сколько хочу, делать, что хочу. У меня, в общем-то, прекрасное расписание, которое мне очень нравится. Здоровое питание, правильный завтрак, зарядка. Дня 4 у меня уходит на работу, а то иногда и больше. Это митинги по интернету, написание e-mailов. Работа у меня на руководящая, что называется, личное присутствие не так важно. Мне нравится загорать. На солнышке искупался. Норм. Наблюдение за звездами — второе мое любимое занятие. И чем хороши Багамские острова, где нет засветки с берега, а на якоре, когда у тебя еще и приборы все выключены, да, то есть нет засветки от приборов, навигационных огней, в идеальной, так сказать, темноте, не знаю, при чистом небе можно часами лежать на палубе и смотреть и мечтать. Ну, это мне нравится. Может, кому-то кто-то скажет: да ты с ума сошел. Вот. Так, ну ладно, про навигацию. 46 миль осталось, то есть почти 10 уже позади, 8. Вот это место. Ветер сейчас угол 143, 145.
он поменяется и станет 90, бим-речь. Скорость увеличится. То, что он сейчас показывает, осталось 8 часов. Я думаю, сократится до 7, а то и 6. Ну, как и прогноз обещал, ветер поднялся немножко. 5,5 часов. Отлично, отлично. Я вот подумал, что еще одна вещь, за которую я так благодарен судьбе и яхтингу, это за то, что я встречаю, ну, просто удивительных людей время от времени. Вот, например, на Great Inago Island я встретил джентльмена по имени Ян. Он на год старше меня, из Германии, из Гамбурга. И примерно так же, как и я, лет 30 назад покинул место, где он родился, и отправился в другие страны. Он жил в Португалии, Испании, Франции, в общем, UK, потом перебрался в Карибские острова. Все, что он делал, это корабельный механик, технишн. То есть это чинить паруса, в общем, все корабельные проблемы устранять. А также он работал и деливери капитаном, перегонял лодки, и шкипером, и в команде. Ну, в основном маленькие яхты, самая большая у него была там 80 футов. И наконец-то он нашел свое счастье не где-нибудь, а остров Доминика, город Портсмут, где я тоже был. Купил он там себе пол-акра земли, построил дом с видом на море. И живет там уже 7 лет. У него жена из Германии, 6 собак, 5 сортов бананов, кокосы растут. Но рассказ не об этом. А то, что на Great Inago Island он оказался потому, что купил во Флориде катер для рыбалки. Такой 40, наверное, 8 футов, 45 футов. Вот эти классические рыболовные катера там с удочками уже встроенными. И пригоняет его к себе на Доминику. А погода все никак не складывается. Ну и катер там не новый, что-то ломается. В общем, здорово. То есть мы так вот всего, в общем, 2 дня, наверное, пообщались. Ян, если ты меня смотришь, большой тебе привет. У меня e-mail есть там в YouTube description. Пиши, звони. Вот. А еще я встретил одного джентльмена из Мексики, он приплыл на лодке, на которой нет мотора, только паруса. То есть он приплыл на Багамы. От Мексики это не ближний путь, то есть это там хороших миль 600 как минимум, а то и 1000. Только используя паруса, там и течение, и прочее, и прочее. Удивительно. Время от времени мне попадаются такие староверы, их называю. Это люди, которые не очень разделяют увлечение вот всем вот этим электронным, современным. Это традиционная лодка. У многих нет даже холодильника. Я, наверное, 3 или 4 человек встретил. И один из них мне рассказал, что первым делом он таки выкинул холодильник из лодки. Типа он электричество потребляет и как бы и не нужен совсем. Я задумался. И то же самое касается всех средств навигации. Там дорогих вот этих вот роскошных чарт-плоттеров никто не приемлет из них. Только бумажные карты или какой-нибудь маленький еще такой типа Garmin GPS. А я так подумал, они ведь в чем-то правы. Ну, паруса, естественно, все классические, все руками, и даже стаксель не на скрутке. Я видел одного джентльмена, у него вместо стакселя на скрутке 3 паруса, которые в зависимости от ветра надо снимать, они на таких прищепочках на стальном таком тросике, и поднимать. Вот. И при этом эта лодка не дешевая у него, то есть не сказать, что это прям вот
маленькая такая посудинка. Нет. Таких историй могу рассказывать бесконечно долго. И соло попадаются, яхтсмены, и семейные пары. Интересно. Много-много имен осталось в памяти. Надеюсь, и они меня помнят. То есть этим людям батарея нужна только для ходовых огней. Ну и позарядить там свой Garmin, чарт-плоттер, переносной GPS. Видел одного джентльмена, он говорил, что у него газовая плита, ну, как это правильно говорить, cooking oven, не на газе работает, а на таких сухих таблетках, на сухом спирте. Вообще раритет. Ну, похоже, что раньше, когда старые яхты годов там 70-х, 90-х, они воспринимаются, и они построены более надежно. И этому есть, ну как надежно, более прочный и толстый корпус. И этому есть логичное объяснение. Не было программного обеспечения, которое позволял подобрать идеальную толщину углепластика, стеклопластика, fiberglass при проектировании. И конструкторы ставили с запасом. Да, лодки получались там тяжелее, киль был интегрирован, цельный и длинный киль, и очень толстый пластик во всех местах. Я понимаю, почему люди хотят именно такие. Да, там не будет большой скорости, там 10 узлов она никогда не даст, но свои там 6,5 в прекрасном комфорте и еще более прекрасном тиковом салоне внутри лодки. А есть в этом какое-то очарование, да. Ну вот, наконец-то. Я думаю, даже можно теперь взять такие 10 градусов вниз по ветру. А это у нас кто? Карнавал Прайд. Это ж не Royal Caribbean Cruise Liner, например. А, Карнавал, да. 18 узлов. Мы с ним пересечемся в этой точке. Я его увижу. Я думаю, большой круизный лайнер.
Красавчик, а? Тут ветер стал пару раз к 30 приближался и убавил я гену немножко. Стабильнее, спокойнее, меньше крена. Груд пока полный. Я думаю, если здесь уже не будет ни волны, ни ветра. Посмотрим. 21 миля осталось. Хорошо, идем. Скорость 9, иногда даже 10. Вот что еще надо-то? Конечно, не 16, как круизный лайнер, но очень даже неплохо. Полтора часа. Прекрасно. Ветер стал примерно почти все время 25-30, 28-30. Вечер перестал быть томным. Очередная волна залетела в салон. Ай-яй. Новая точка маршрута у меня. Вот этот Little Harbor оказался... В общем, зайти туда невозможно в такую погоду. Сейчас я выйду, засниму, но там вот волны и свел как-то без шансов. А когда ветер будет потом еще западный, там уже все, ничего не получится. Новая точка. Кларенстаун. Попробуем там. План такой. Тут надо обойти, вот здесь зайти, и вот здесь есть защищенное место, которое будет закрыто от всех ветров. А ветер он был. Сделает вот такой маневр. Через 2 дня он будет
оттуда и потом отсюда. То есть у меня будет там 2,5 дня. Мне кажется, название Буби Рок и Страчанкей есть то, что я ищу. Ну, как бы вот он, Клэренстаун, Лонг-Айленд. Сейчас уже стемнеет. У меня есть буквально минут 10 помыть лодку и как бы все. Ветер сильный, течение здесь. Ветер поменяется. То есть это он сейчас оттуда, а потом в итоге оттуда. А потом оттуда. Как это все пройдет здесь, предстоит выяснить. Ну, на этом все.